14 декабря на пляже Бонди в Сиднее произошел террористический акт во время празднования еврейской Хануки. На мероприятии, по данным президента Сионистской Федерации Австралии Джереми Лейблера, находилось около 2000 человек, включая семьи с детьми. Неизвестные открыли огонь, прозвучало не менее 12 выстрелов. Погибли как минимум 11 человек, среди которых есть дети и раввин Эли Шладгер, известный своей деятельностью по сбору средств в поддержку израильской армии. Около 60 человек получили ранения, включая одного полицейского. Среди пострадавших оказался председатель Совета Израиль-Австралия Арсен Островский, получивший ранение в голову. Нападение было остановлено благодаря вмешательству гражданского мужчины, 43-летнего Ахмеда Аль-Ахмеда, владельца фруктовой лавки и отца двоих детей, который, рискуя собственной жизнью, обезвредил одного из нападавших и получил при этом ранение. Второй нападавший был ранен и задержан полицией. По данным местных СМИ, нападение готовилось несколько месяцев. Личность одного из предполагаемых террористов установлена. Им оказался 25-летний Навид Акрам, гражданин Пакистана. Согласно открытым данным, он учился в университете Хамдард в Исламабаде и ранее был известен как образцовый студент института Аль-Мурад в Сиднее. Акрам стал одним из исполнителей нападения, в результате которого погибли 11 человек. На месте происшествия работали полиция, скорые помощи и спецподразделения. Власти призвали жителей и туристов избегать района пляжа и оставаться в безопасных местах. Очевидцы сообщают о панике и хаотичной эвакуации людей с пляжа после начала стрельбы. Нападавшие, по свидетельствам, кричали религиозные лозунги, включая фразу «Аллах Акбар». События на пляже Бонди вызвали международный резонанс. Подвиг Ахмеда Аль-Ахмеда уже получил широкое освещение в мировых СМИ. Его называют героем за смелость и решительность в критической ситуации. Местные власти продолжают расследование, оценивают угрозу возможных последующих атак и усиливают меры безопасности в Сиднее. Трагедия в Австралии еще раз подчеркивает необходимость повышенного внимания к вопросам безопасности на массовых мероприятиях и демонстрирует, как личная инициатива и смелость отдельных граждан могут предотвратить еще более тяжелые последствия. В связи с трагедией на пляже Бонди премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал стрельбу во время празднования Хануки как «ужасное событие» и «хладнокровное убийство». Он отметил, что число жертв продолжает расти, и подчеркнул героизм тех, кто пытался остановить нападавших. «Мы увидели всю глубину зла. Мы также увидели вершину еврейского героизма», — сказал Нетаньяху. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что произошедшее являлось нападением на еврейскую общину, подчеркнув, что в момент атаки представители еврейской общины собрались на пляже Бонди для зажигания первой свечи Хануки. Он охарактеризовал действия террористов как жестокий и гнусный акт, направленный против мирного празднования. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал события, охарактеризовав атаку в Сиднее как антисемитскую. В своем заявлении он подчеркнул число погибших и раненых и выразил соболезнования семьям жертв. Трамп связал произошедшее с аналогичными трагическими событиями, включая инциденты в Сирии и США, отметив усилия местных властей по борьбе с террористической угрозой и особо подчеркнул важность поддержки пострадавших и выражения уважения всем, кто пострадал от подобных атак, включая австралийское руководство и местные власти. Параллельно в американском городе Провиденс на территории университета Брауна произошла стрельба. По данным пожарной службы округа Провиденс, 2 человека погибли, несколько получили ранения. Расследование продолжается, подозреваемый задержан. Президент США Дональд Трамп подчеркнул работу федеральных служб на месте и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, отметив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Этот инцидент, как и теракт в Сиднее, усиливает опасения по поводу антисемитских и террористических угроз. На фоне террористических атак в США и Австралии информация о событиях в Сирии осталась во многом выпавшей из кадра.
В Пальмире были убиты 2 американских офицеров и их переводчик во время визита в местное отделение службы безопасности новых сирийских властей. Американцы намеревались обсудить совместные операции против ИГИЛ. Однако в результате засад, подготовленных сторонниками Джулани, известного ранее как лидер террористической группировки Хаят Тахрир аш-Шам, нападение закончилось трагически. Один из сотрудников сирийских сил безопасности, не являвшийся террористом, открыл огонь, убив 2 офицеров и переводчика, а также ранив еще 3 американских военнослужащих. Нападавший был ликвидирован на месте сирийскими силами безопасности. В ходе инцидента получили ранения также сирийские военнослужащие. Ответные действия осуществили курдские формирования СДФ, сирийские демократические силы, также известные как YPG, которые атаковали террористов. Главнокомандующий СДС генерал Мазлум Абди в интервью The Jerusalem Post сообщил, что хорошо знаком с Ахмедом аш-Шараа, известным как Аль-Джулани, еще со времен его руководства группировкой Хаят Тахрир аш-Шам, и знает природу его сил, что позволяет СДС эффективно реагировать на действия террористов и их сторонников. В ответ на действия курдов министр иностранных дел Турции Хакан Фидан резко раскритиковал курдов, заявив, что «курды берут свою смелость от Израиля. Сами они не стоят ничего». Его слова демонстрируют сложные и противоречивые связи в регионе, где союзники и противники соседствуют в постоянно меняющихся конфигурациях. На фоне этих событий появились видеокадры работы американской авиации по целям в районах Пальмиры и Дейр-эз-Зора, где ранее были убиты американцы. Для нанесения ударов использовались современные истребители F-35, что демонстрирует готовность США реагировать на угрозы, защищать свой персонал и участвовать в сдерживании террористических организаций. В ответ на гибель американских военнослужащих и гражданского переводчика в районе Пальмиры президент Сирии Ахмад аш-Шараа направил телеграмму с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу, выразив солидарность с семьями погибших и подтвердив приверженность Сирийской Арабской Республике поддержанию безопасности, мира и стабильности в регионе. Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях подчеркнул, что гибель 3 граждан США от рук террористов не останется без реакции. Он отметил, что 2 солдат и 1 гражданский переводчик погибли в результате нападения ИГИЛ в опасном районе Сирии, который не находится под полным контролем властей, а состояние 3 раненых военнослужащих оценивается как стабильное. Трамп подчеркнул серьезность последующих ответных мер и возмутился действиями террористов. По словам главнокомандующего СДС генерала Мазлума Абди, несмотря на заявление Аль-Джулани о возможном новом шансе для Сирии, на местах продолжаются реальные проблемы, включая массовые убийства алавитов в Латакии и друзов в Сувейде, сопровождавшиеся угрозами в адрес курдов. СДС представляет собой коалицию курдов, светских арабов, христиан и представителей различных этнических групп, где меньше внутренних конфликтов и межконфессиональной розни. Силы внутренней безопасности Рожавы раскрыли ячейку турецкой разведки MIT, арестовав 4 человек, которые собирали информацию о позициях СДС в Ракке. По данным расследования, агенты MIT, в основном женщины, были захвачены до того, как смогли реализовать свои планы по подрыву безопасности региона. В этом контексте Турция демонстрирует противоречивую политику, одновременно заявляя о мирном процессе в Северном Курдистане и нацеливаясь на курдские формирования в Рожаве. В Сувейде в этот период прошла масштабная акция протеста друзской общины с требованием самоопределения, тогда как сторонники Аль-Джулани призывают к массовому насилию против друзов. Женские отряды самообороны, YPG, под командованием Виян Кабани отметили 1-ю годовщину сопротивления у плотины Тишрин в Рожаве, подчеркнув решимость и стратегическое значение туннельной войны, сорвавшей планы турецкой армии по оккупации Кабани и укрепившей дух сопротивления в 4 частях Курдистана. Нужно подчеркнуть, что Израиль и США вряд ли оставят без ответа теракты против еврейской общины и нападения на граждан США, а также действия, угрожающие безопасности соответствующих сообществ.
По мнению экспертов по международной безопасности, возможные ответные меры, вероятнее всего, будут координироваться и рассматриваться в регионе Ближнего Востока с учетом стратегического присутствия Израиля и интересов США в регионе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.